Привет! Если вы вдруг захотите найти карту безопасных районов города Кордова в Аргентине, обнаружите очень интересную вещь. На разных картах информация совершенно противоречива. Например, если на одной карте район обозначен как абсолютно безопасный, на другой будет говориться, что оттуда нужно поскорее уносить ноги. Так кому тогда верить вообще? Давайте в этом выпуске подробно разберемся. Давайте начнем с официальной карты государственной, которая показывает нам все небезопасные районы Аргентины. Ну и сфокусируемся на городе Кордова. В данном случае мы видим самое большое скопление таких районов здесь. И если мы щелкнем на какой-нибудь из них, мы увидим количество неблагонадежных семей, которые там зарегистрированы. Однако, я не знаю, с какой частотой обновляется эта карта. Потому что если мы посмотрим, например, вот на этот участок, где выделена достаточно большая зона, и мы кликаем, мы видим 83 семьи. То есть это можно представить хотя бы примерно количество хибар, в которых они могут жить. Однако, давайте теперь сравним это с реальностью. Вот это мы сейчас находимся рядом с комплексом Кардиналес Нуэва Сукия. И самое высокое здание Кордовы по современным меркам. Это такой престижный считается дом многоквартирный. И Вижа, которая отмечена на карте, находится между этими комплексами. Ну, по сути, что это за Вижа? Это вот такой домик. Я думаю, что могу туда даже в гости зайти, но, если честно, просто неохота. Живут там какие-нибудь скромные попрошайки. И все, что успели напопрошать, там вот применяют. Ну а теперь давайте попробуем засучить рукава и посмотреть на картину еще с нескольких ракурсов. И на этой карте обратим внимание на центральную часть города, чуть-чуть южнее. Вот на этот сегмент ниже Авениды Пуэридон и до канала Ля Каньяда, который называется. Здесь не обозначено вообще никаких опасных зон. При этом вот здесь, где находится обсерватория, указано, что есть что-то опасное. Для удобства нашим клиентам была сделана вот такая карта, нанесенная на Google Maps. Ссылочку на нее я также добавлю в описании к этому ролику, и вы можете добавить ее себе в ваш Google карты. И потом, когда будете гулять по Кордове, сравнивать ваше местоположение с ней. Но скажу сразу, что вот здесь я находился и ничего там опасного вообще не нашел, потому что я живу сейчас здесь неподалеку. Здесь информация вся та же перенесена отсюда, поэтому разницы мы не найдем. Только что не указан размер этих виж, мы можем видеть их в виде точек. Однако, смотрите, вот эта карта, которую я еще нашел на Reddit, имеет вот такое описание. Это карта зон рисков для водителей и курьеров и водителей, работающих через приложение. Карта создана на основе опыта водителей, курьеров и работников приложений, начиная с 2019 года, когда начался сбор данных. И мы понимаем, что раз это было основано на каких-то реальных событиях, карта должна быть достоверной. Но при всем этом, да, разница, которую мы здесь находим, это действительно, что смотрите, то, что не было никак вообще отмечено как опасное на предыдущих двух картах, здесь несет явно большую угрозу. Бегите, спасайте свою жизнь. Это Вижа Белла Виста. Там одни из ребят русскоязычных клюнули на объявление по продаже дома и пошли туда, желая его купить. На них напали, их избили. Хорошо, что они с собой не брали, наверное, никаких денег. Я не знаю всех тонкостей и деталей, но, в общем, ситуация была такая, весьма серьезная. И мы видим, что в целом по всему городу зон опасных обозначено намного больше. Но при этом, опять же, то, где я живу, обозначено тоже как небезопасное. Возможно, зависит от времени суток. Если, например, после полуночи гулять, как мне рассказывал один из соседей, которых я опрашивал вот здесь, в этом переулке, Я увидел сидящего мужчину с ребенком, которые были похожи на местных жителей, у которых реально можно было расспросить как раз интересующие меня вопросы. Этим я и занялся. Конечно, это нужно было бы записать, но мне было совершенно неловко доставать телефон, потому что, сейчас вы сами поймете ситуацию. Он сидит на тротуарном камне, рядом его ребенок. Я не знаю, почему он сидит. То ли он просто расслабляется после тяжелого рабочего дня, то ли что. И я тут подошел, тревожу его своими вопросами, весь такой себя гринго. То есть я был одет в такую светлую майку, жилетка накинута. По всей видимости, я был не беден. И когда я стал ему задавать вопросы по поводу безопасности, как ему тут живется, спокойно, неспокойно, он говорит, más o menos, то есть, так себе.
Я говорю, хорошо, а риск какой-то есть тут быть ограбленным, например? Потому что мне эта тема была актуальна. Он говорит, да, есть. Я говорю, хорошо, вот скажи мне, в какое время реально это может произойти? И, например, со мной это может произойти прямо тут где-нибудь? Он говорит, да, может прямо тут. Ну, это ночью. Я говорю, ночью во сколько? Типа после 12? Он говорит, ну да, где-то после 12. Я говорю, хорошо, и что у меня могут забрать? Он так меня смерил взглядом просто с головы до ног, как бы отсканировал и говорит, все, что у тебя есть, могут забрать. Ну, я понял, что он увидел, я был тоже в наушниках, понятное дело, они к чему-то приконнекчены, то есть телефон, часы на руках, короче, все. Ну, примем это к сведению. Но теперь давайте посмотрим на карту, которую я первоначально нашел, когда сюда приехал. Это была карта, которую составили русскоязычные ребята, которые жили здесь до этого. И мы здесь также не видим ничего опасного ни в центре, ни ниже его. И более того, посмотрим даже в северную часть. Там тоже все зеленое, белое или желтое. Но, оп, и даже на этих картах там указаны вижи, пожалуйста. Я думаю, что здесь, поскольку в предыдущей карте опыт действительно собирался и данные наносились на карту, то это было сделано, наверное, по каким-то общим представлениям. И плюс не будем забывать, где и когда росли многие из наших соотечественников, я имею в виду 90-е годы. И если мы не берем столицы, Москва, Питер, Минск и прочие, а какие-нибудь периферийные городки, там запросто были ситуации и посерьезнее, чем здесь. В Минске, я знаю, район Шабаны, в Москве тоже было немало районов, куда лучше было даже днем не ходить. Поэтому здесь я бы повторил знакомую вам фразу, что русскому хорошо, то аргентинцу смерть. И эту карту, думаю, что мы можем в принципе не рассматривать, но давайте посмотрим на вот эту, чуть более пристально. Я гулял совсем недавно пешком, просто от своего дома в сторону запада, и дошел примерно вот до сюда. Ну, я могу сейчас только две, наверное, фотографии прикрепить. Должен сказать, что в целом очень спокойный, тихий такой спальный район. Ничего там опасного я не увидел, но когда уже приближался ближе сюда, я понял, что немножко настораживает то, что впереди какой-то пустырь стал появляться, и дома какие-то стали, ну, прям откровенно бедными. Поэтому я тогда развернулся и пошел обратно. Да, это было днем, никакого риска, никакой опасности я там не испытал. Вообще говоря, правильный или неправильный выбор района еще не гарантирует вам ни опасность, ни безопасность. Можно как жить в небезопасном районе, как среди своих, и прекрасно себя чувствовать, так и в безопасном районе чувствовать себя не очень. У меня в безопасном районе попытались выхватить сначала камеру из руки, затем снова же в безопасном районе, в центре, у меня за 3 месяца украли 2 телефона, выхватив их из руки. И также в безопасном районе у меня прямо из гаража угнали мотоцикл. Но Проблема не в том, что одна карта врет, а другая нет. Проблема в том, что вопрос безопасности довольно сложный для того, чтобы разобрать его в одной картинке. И кроме того, само понятие безопасности весьма относительно. Поэтому готовлю отдельный большой выпуск по безопасности в Аргентине, где в деталях рассмотрю все, что у меня случилось за 4 года жизни здесь. И также мы рассмотрим случаи моих клиентов и просто знакомых. Оставайтесь на связи и до скорого.